Итак, всем привет! В этом видео мы поговорим о свечах накала. Дело в том, что с недавнего времени после старта двигателя у меня начала загораться дальше контролька свечей накала, и горит она приблизительно в течение минуты после старта двигателя, а дальше гаснет, что символизирует о неисправности системы. То есть тут могут участвовать как свечи накала, так и блок реле свечей накала, так и проводка, даже блок управления двигателя может быть в этом всем деле замешан. Поэтому давайте разберемся, давайте посмотрим, как это все выглядит и что является, собственно, причиной вот этой вот горящей контрольки после старта двигателя. Так, давайте посмотрим, как это все выглядит. Так, включаем зажигание. Контролька свечей накала погасла. Заводим двигатель. Двигатель завелся, и сейчас через какое-то время контролька свечей снова загорится. Так, немножечко ждем. Вот, она загорелась и будет гореть приблизительно в течение 1 минуты. И дальше погаснет. Можно, конечно, поехать на диагностику. С помощью старт-диагнозиса будет точно видно, в чем же проблема. Он даже напишет конкретно, какая свеча сгорела. Или, допустим, если у вас неисправный блок реле, об этом тоже будет ошибка. Но мы попробуем решить вопрос подручными средствами. Для этого нам понадобится обычный тестер. Или, если у вас нет тестера, можете взять просто обычную лампочку на 12 вольт и 2 проводочка. Давайте откроем капот и посмотрим, что же мы можем с этим сделать. Итак, вот сами свечи накала. Вот здесь они находятся. 1, 2, 3, 4, 5. Поскольку у меня 5-цилиндровый двигатель 2.7, то тут 5 свечей накала, естественно. А вот здесь вот находится сам блок реле этих свечей накала, который непосредственно их и включает. Можно, конечно, снимать вот эти фишечки со свечей накала и на замыкание их проверять. То есть основа свечи накала это минус, а вот этот кончик, который будет торчать, это плюс. То есть там, естественно, в свече накала внутри находится спиралька, и если есть замыкание, то, скорее всего, свеча не сгоревшая. А если там обрыв цепи, то, естественно, спиралька перегорела и свеча не работает. Но мы не будем снимать эти фишки со свечей, потому что они находятся в таком достаточно труднодоступном месте. Вот эти первые 3 еще легко снимаются, а туда тяжело добраться. Мы сделаем проще. Мы снимем вот эту фишку с блока реле. Она снимается вот так вот, нажав с 2 сторон пальцами. Нужно усилие приложить, вот так вот. Вот, как вы видите, здесь есть 5 контактов, и мы просто замеряем напряжение вот здесь между плюсом и каждым из этих контактов. То есть, если свеча целая, должно быть 12 вольт. Итак, я закрепил контакт на плюсовой клемме. Я просто воткнул торц, потому что здесь обычный проводочек, тестер уже старенький, раздолбанный, чтобы он не выпадал. И давайте проверим теперь так каждую фишечку, каждый контактик. Так, есть напряжение. Опа, вот здесь нету напряжения. Так, есть. Так вот, видим, одна свеча у нас испорчена. Ну или проводка к ней, конечно же. Давайте посмотрим, какая это свеча. Для этого выгибаем фишку и смотрим. Это у нас 4-я свеча. Тут номер 4 возле нее. На двигателе это будет 1, 2, 3, 4. Вот эта вот свеча у нас в данный момент не рабочая. Ну, осталось ее только заменить. Для того, чтобы они лучше откручивались, нужно нагреть хорошенько двигатель, запшикать все ВДшечкой, ну и очень аккуратно откручивать. Посмотрим, что с этого получится дальше. Я хотел уточнить еще один момент. Бывает такое, что так же самое выскакивает контролька свечей накала на панели приборов, и вы проверяете по этой вот фишечке свечи, и все свечи оказываются в порядке. Тогда вот дело может быть в самом блоке реле. В этом блоке реле есть такие
тоненькие перемычечки, похожие как на предохранители, они имеют свойство перегорать. И тогда нужно снимать этот блок. Здесь он герметиком таким вот обработан, заклеен, чистится герметик, он разбирается. И так можно добраться до вот этих вот перемычечек, и они просто пропаиваются сверху вот этим проволочным припоем. Это делается для того, так, чтобы в случае какой-то чрезмерной нагрузки этот припой мог так же само расплавиться, как и до этого, и ничего другого, чтобы не сгорело. То есть вот такой вот момент. То есть если все свечи в порядке, тогда уже дальше смотрим непосредственно на сам вот этот блок реле. Итак, давайте сначала проверим рабочую свечу, например, вторую, просто на замыкание. Поставили тестер, и вот так он реагирует. А ну еще раз. Вот. А теперь нашу четвертую проверим. А у нее уже совсем другое сопротивление. Стрелочка только немножко двигается. Так, используем длинную головку на 10. И сейчас будем пробовать открутить свечу. Дай бог, чтобы все получилось. Вот таким вот движением. Очень аккуратненько, потому что если свеча обломается, будут очень большие проблемы. Придется снимать головку и высверливать ее. Туда-сюда. По чуть-чуть, чтобы не застряло нигде, чтобы расходилось. Как только начинает тяжело идти, мы ее сразу в обратную сторону начинаем прокручивать. Главное, чтобы не сломать. Такими вот движениями. Мы не пшикали ничем, ни ВДшкой, ничего не делали. Так, снова тяжело начало идти. Можно запшикать. Теперь уже можно пшикнуть, потому что вначале мы не пшикали ВДшкой, потому что она все равно глубоко не зайдет. А теперь, когда уже свеча сдвинута, теперь мы попшикаем ВДшечкой. Еще раз продуем, чтобы грязь не попадала. Фу, повезло. Да, на ней уже видно коррозия. Как видите, это надо очень аккуратно делать. Эту свечу не меняли, наверное, уже 1100, а может и больше. И новую свечу, когда будем ставить, будем использовать вот такую вот смазочку. Керамическую. Чтобы в следующий раз было легко ее выкрутить. Значит, вот так выглядит новая свеча накала. Я их когда-то брал еще за 150 гривен, они мне уже несколько лет лежат. Сейчас они стоят около 300. Вот такой вот на этой свече номер. Сейчас она сфокусируется. Так вот, НГК свеча. Смазываем новую свечу специальной керамической смазкой. Аккуратно ее вставим обратно.
О, Так. С каким усилием где-то? ну, примерно 15 ньютонов. Все, светло, красиво. Свечу мы закрутили. Теперь поставим на место фишечки и все дело это проверим. Итак, все мы собрали. Давайте попробуем теперь завести машину. Включаем зажигание. Свеча накала погасла. И заводим. И спиралька обратно загорелась. Итак, давайте попробуем еще раз. Вот, теперь уже ничего не загорелось. Давайте на всякий случай подождем еще пару секунд. Вот так вот. В интернете также ходит такая информация, что после замены свечи спиралька может еще 1, 2, даже 3 раза загораться после старта двигателя. Так, давайте еще раз попробуем. Все. Все работает исправно. Итак, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока.